Всем привет! Вы смотрите вторую часть по сборке ЧПУ Поттера. В прошлой части я рассказал, как сделать сам станок. В этой части я расскажу о том, какую прошивку и какие программы нужно использовать, для того, чтобы успешно использовать наш станок. Ребят, перед тем, как я начну об этом рассказывать, хочу вам сказать, что до этого я тщательно подбирал подходящие программы и прошивки. Очень много экспериментировал. Так что, несмотря на то, что это мой первый ЧПУ станок, я уже набрался небольших знаний для того, чтобы можно было с вами ими поделиться. Итак, начнем. Сначала мы прошьем саму Arduino. Схему нужно собрать следующим образом. Подключаем питание к нашему станку от 5-вольтового источника питания и саму Arduino подключаем к компьютеру. Сейчас вы видите перед собой рабочий стол, на котором располагаются все нужные программы и архивы. Итак, для начала нам нужна среда разработки Arduino. Если у вас ее нет, то качаем ее с официального сайта и устанавливаем. Затем берем и открываем архив с библиотекой GRBL 0.9 с поддержкой сервопривода. С предложенных файлов и папок выбираем папку с названием GRBL и перетаскиваем ее на рабочий стол. Данный архив после этого можно закрыть, он нам больше не понадобится. Теперь открываем папку, в которой установлена сама Arduino IDE. Заходим в папку Libraries и перетаскиваем наш файл сюда. После проделанной процедуры открываем данную программу. Слева вверху нажимаем на кнопку «Файл», «Примеры» и нажимаем на GRBL, как показано на видео. Как видим, у нас открылась прошивка. В панели инструментов выбираем порт, к которому подключена Arduino. У меня это COM3. Затем выбираем Arduino Uno. Выгружаем прошивку на контроллер. После небольшого ожидания скетч должен загрузиться на плату. После того, как установили прошивку, качаем и устанавливаем графический редактор Inkscape. Ссылка на него, конечно же, в описании. Скачивать версию нужно только 0.48, иначе ничего не будет работать. Затем заходим в папку, в которую вы установили данную программу. Заходим в папку Share, Extension и открываем заранее скачанный архив с названием Create G-Code. Данное расширение к программе нужно будет установить для того, чтобы можно было создавать сам G-код для нашего станка. После того, как нужные файлы были распакованы, перейдем к следующему этапу. Открываем архив с программой Universal G-Code Sender. Данная программа будет управлять нашим станком. Для того, чтобы эта программа работала, нужно установить Java с официального сайта и установить ее. Итак, до этого момента были показаны все программы, которые нужно было установить. Теперь давайте перейдем к работе с ними. Первым делом откроем векторный графический редактор. Тут вы можете создать рисунок, надпись, которые будут в дальнейшем рисоваться нашим ЧПУ Поттером. Заходим в файлы, выбираем пункт настройки документа, выбираем единицы измерения в миллиметры и указываем рабочую площадь вашего ЧПУ. В моем случае это 300 на 200 мм. Закрываем окно и теперь давайте добавим надпись. Жмем на кнопку «Добавить текст» и его добавляем. И сразу вам покажу, как добавить рисунок. Понятно, что нужен сам рисунок. Я его решил найти в гугле. Добавляем наш рисунок, жмем ОК. Редактируем его размеры, если нужно. После жмем на кнопку Patch и преобразовать в векторный вид. В следующее окно жмем на наш рисунок и выбираем следующие функции. Затем удаляем оригинальный рисунок. Выделяем объекты и жмем на кнопку «Преобразовать в векторную графику». Заходим в отдел дополнения, выбираем GRBL 0.9 серво, и тут мы можем выбирать некоторые параметры создаваемого G-кода. Итак, в первой строчке должна быть команда M3, во второй M5. Это команды, которые поднимают и отпускают сервопривод в определенные моменты. Можно выбрать скорость. Экспериментальным путем я пришел к выводу, что максимальная скорость для шаговых двигателей в моем станке это 600 мм в минуту. Жмем на кнопку ОК и в указанный путь у нас должен сохраниться G-код. После того, как все прошло успешно,
Закрываем графический редактор и заходим в программу G-Code Sender. Ребят, по каким-то причинам самая новая версия этой программы на моем ПК не запускалась, поэтому я установил версию 1.0.9 и она начала работать. Итак, в левом верхнем углу выбираем порт, к которому подключим наш станок. Выбираем скорость. В данной версии прошивки GRBL это 115200 буд. Затем заходим в пункты управления станком. И здесь мы выбираем единицы измерения в миллиметрах. И для эксперимента давайте сейчас подвигаем осями X и Y. Как видим, ось X работает так, как и должна работать. Из-за того, что сама приведенная схема не совсем правильная, то при нажатии вперед ось Y двигается назад и наоборот. Как видим, в схеме указано, что первый выход с драйвера идет на А3, а четвертый выход на А0. А должно быть наоборот. То есть А3 подключается в первый выход, А0 в четвертый, и А2 и А3 меняются между собой. После этого выставляем нашу карету в координаты 00. И да, это нужно делать вручную перед каждым запуском нашего ЧПУ. После того перезагружаем наш контроллер. И в программе жмем Close и потом Open. Это нужно для того, чтобы обновить начало координат. Теперь заходим в пункт File Mode, Browse и выбираем наш файл, который до этого мы создали в графическом редакторе. И нажимаем на кнопку Send. И как видим, ЧПУ начал работать. И на выходе мы получаем вот такое вот изделие. Как видим, здесь образовалось пустое место, хотя его не должно быть. Это произошло из-за той простой причины, что шкив по оси X начал пропускаться. В следующей части по сборке этого ЧПУ я вам покажу, как избавиться от этой проблемы. Ребят, может показаться, что это все, что надо было сделать, но это не так. Для правильной работы ЧПУ его прошивку нужно настроить. Заходим в Arduino IDE и открываем монитор последовательного порта. Выбираем скорость 115200 буд. Вводим в строку знак доллара и жмем на Enter. И как видим, перед нами открылся весь список доступных команд. В строку вводим опять же два знака доллара и нажимаем Enter. И у нас открываются основные настройки, которые нужно будет применить для нашего ЧПУ. Итак, самая главная настройка — это количество шагов на 1 мм. Как вычислить количество шагов, я сейчас вам расскажу. Для удобства я зашел в Paint. Итак, ребят, данный круг — это наш шкив. У него есть заданный диаметр. В моем случае данный диаметр составляет 8 мм. После этого наш диаметр умножаем на 3,14. У меня получается приблизительно 25,13 мм. Это мы высчитали окружность. Теперь нам нужно посчитать количество шагов. Итак, мои шаговые двигатели за один оборот делают 64 шага. И драйвер каждый шаг делит еще на 64 шага. Получается 64 умножить на 64, 4096 шагов наш двигатель делает за полный оборот. Теперь делим количество шагов на окружность и получаем количество шагов на 1 мм. В моем случае на 1 мм двигатель делает 163 шага. У вас показания могут быть другими. Ребят, надеюсь, что это правильный способ для данного вычисления. Если я где-то ошибся, то пишите об этом в комментариях. Далее мы в строку вводим $100 и присваиваем значение количества шагов на миллиметр по оси X. Для оси Y делаем то же самое, только вместо $100 $101. Тут все расписано, и поэтому разобраться в этом не составит труда. Для оси Z не ввожу никаких настроек, так как в этом нет никакой необходимости.
Также тут можно выставить ускорение и максимальную скорость. Ускорение я поставил 10 мм в секунду в квадрате, а максимальная скорость 600 мм в минуту. Она была мной найдена экспериментальным путем. Напомню, что все нужные ссылки будут в описании. Станок, который рисует только по бумаге, может показаться бессмысленным, так как на замену ему может прийти обычный бумажный принтер. Но все же у этого ЧПУ есть свои плюсы и недостатки. Например, можно рисовать не только по поверхности бумаги, но и, к примеру, и по чехлу из вашего телефона, текстолиту, как в моем случае, и так далее. Данный станок я собрал для того, чтобы на нем делать печатные платы. Для этого я в качестве писающего элемента поставил водостойкий маркер, а сама плата потом будет травиться лутом. И еще одна причина, я очень хотел разобраться, как работать с ЧПУ. Конечно, вам никто не запрещает вместо сервопривода поставить лазер, или укрепив конструкцию, можно прицепить даже небольшую дрель. Можно даже вместо ручки прицепить выжигатель по дереву, тогда вы сможете изготавливать красивые рисунки по дереву, если вы не хотите для этой цели покупать лазер. И тогда уже возможности данного ЧПУ плоттера значительно расширяются. Если вы хотите собрать такой или подобный ЧПУ станок, но месяц ждать доставки электроники с Китая нет, то я вам могу подсказать выход из этой ситуации. В последнее время я закупаюсь электроникой только в магазине 3v3, потому что сам магазин находится в Украине, что для меня удобно. И самое главное, это низкие цены на качественный товар. Рекомендую магазин, ссылка будет в описании. Ребят, как я и говорил, что этот станок я буду применять для изготовки печатных плат. Для этого я купил по оптовой цене текстолит 7 на 10 см, всего за 3 гривни 52 копейки за штуку. Покупал его в том же магазине 3v3. Также я купил блоки питания 5 вольт 1 ампер, которые наша небольшая команда планирует использовать в продаже умных ночников, которые поступят уже в продажу в этом июле. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Ребят, еще одна новость, как только наши ночники поступят в продажу, один из них мы разыграем среди зрителей. Такой ночник — это отличный подарок как себе, так и родным и близким. Надеюсь, после этих слов вы подпишитесь на мой канал, новые подписчики — это большая мотивация для меня делать новые видео. Ребят, также я напомню, что я занимаюсь 3D печатью под заказ, так что все нужные ссылки будут в описании. Так что вот такое на сегодня видео, ждите конкурс, третью часть модернизации этого ЧПУ, и также я расскажу, как делать печатные платы на этом плоттере. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.